Фермер с нетерпением ждал, когда его любимая корова отелится. Но что-то пошло не так. Корова мучилась уже несколько часов, но теленок не выходил. Фермер вызвал ветеринара, который поспешил на ферму, чтобы осмотреть животное. Когда ветеринар увидел результаты УЗИ, он был шокирован и немедленно вызвал полицию. Но что же было не так с коровой? Что увидел ветеринар на УЗИ? И что было не так с теленком? Прежде чем мы начнем, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые истории. Филипп всегда гордился своей фермой, уютно расположившейся среди холмов живописной сельской местности. Он потратил годы на тщательный отбор скота, и Дейзи, его лучшая корова, занимала особое место в его сердце. Дейзи была известна повсюду своим отменным здоровьем и плодовитостью, и Филипп с нетерпением ждал ее очередного пополнения. По мере приближения срока Филипп внимательно следил за Дейзи, фиксируя каждое ее движение. Он тщательно подготовил стойло в амбаре, убедившись, что там чисто и уютно. Он изучил массу литературы по разведению скота, предвкушая появление нового обитателя фермы. Но день шел за днем, и Филипп начал беспокоиться. Дейзи казалась беспокойной, а схватки длились гораздо дольше обычного. Он расхаживал взад-вперед возле амбара, тревожно заламывая руки. Он не мог избавиться от грызущего чувства, что происходит что-то неправильное. Когда солнце начало садиться, Филипп решил, что пора вызывать ветеринара. Дрожащими пальцами он набрал номер опытного местного врача, доктора Эндрюса. Доктор Эндрюс сразу понял серьезность ситуации и пообещал приехать немедленно. Не теряя времени, он бросился к своему грузовику, схватил медицинскую сумку и загрузил оборудование, необходимое для сложных родов. Пока он ехал по узким проселочным дорогам, его сердце бешено колотилось, а в голове роились мысли о том, что он может обнаружить. В дороге он мысленно перебирал возможные осложнения. Теленок мог лежать неправильно, что затрудняло естественные роды, или же он мог быть слишком крупным. Также он опасался за здоровье самой Дейзи. Когда доктор Эндрюс прибыл, Филипп отвел его в стойло. Врач осмотрел корову, проверил показатели жизнедеятельности и прослушал сердцебиение стетоскопом. Затем он провел УЗИ, чтобы понять, что происходит внутри матки. Напряжение в воздухе было ощутимым. Доктор Эндрюс внимательно изучал результаты. Его брови нахмурились, и он повернулся к Филиппу с серьезным лицом. «Филипп, у нас сложная ситуация», — мрачно сказал он. «Что случилось?» — спросил Филипп с тревогой в голосе. Но доктор Эндрюс не мог толком объяснить увиденное. За всю свою карьеру он не встречал ничего подобного. Он лишь слышал о таких редких случаях. Одно было ясно. В опасности была не только Дейзи. Нужно было вызывать команду специалистов. У Филиппа упало сердце. Он знал, что такие случаи могут быть фатальными. Он сжал кулаки, чувствуя прилив паники. Он не мог допустить мысли о потере Дейзи или ее теленка. Доктор Эндрюс быстро вызвал подмогу и сообщил местной полиции, так как ситуация требовала немедленного вмешательства. Новости распространились быстро, и вскоре на ферму прибыла команда ветеринаров и полиция. Специалисты работали без устали, используя весь свой опыт. Оказалось, что теленок находился в тазовом предлежании. Это означало, что он выходил ножками вперед, а не головой. Это было опасное осложнение, угрожающее обоим. Доктор Эндрюс и его команда с ювелирной точностью начали разворачивать теленка в правильное положение. Это был деликатный процесс,
требовательный к навыкам и быстроте реакции. Тем временем Филипп беспомощно наблюдал со стороны. Ему было больно видеть страдания своей любимицы. Он знал о рисках, но это было не похоже ни на одни роды, которые он видел раньше. Обычно все проходило гладко. Подозрительность росла. Почему доктор Эндрюс не показал ему УЗИ? Что он скрывал? Решив взять дело в свои руки, Филипп решил сам посмотреть результаты УЗИ. Раз ему никто не говорит правду, он узнает ее сам. Снимки были подшиты в папку. Доктор Эндрюс был очень педантичен, так что Филиппу нужно было просто найти нужную папку в медицинской сумке. Но сумка лежала в стойле у Дейзи. Нужен был отвлекающий маневр. Филипп взял картофелину и буднично зашел в стойло. Персонал был слишком занят коровой, чтобы обращать на него внимание. Филипп подошел к голове Дейзи, скормил ей картошку, быстро схватил сумку и выскользнул в пустой амбар. Его сердце колотилось от адреналина. Он открыл папку, но, несмотря на свой опыт фермера, он никогда не видел УЗИ животных изнутри. Внутренности коровы сильно отличались от человеческих, и он мало что понял. Вдруг из стойла раздался громкий крик. Филипп быстро убрал папку и бросился назад. Там он увидел одного из помощников, лежащего на земле. «Что случилось?» — в ужасе спросил Филипп. «Где вы были? Вы нам были нужны», — ответил доктор Эндрюс. Лежащий на земле мужчина по имени Дэйв был без сознания. На его голове была рана, Дейзи ударила его копытом. Филипп не мог в это поверить. Его кроткая Дейзи никогда не проявляла агрессии. Но было очевидно, что она испытывает невыносимую боль. Филипп и другой специалист перенесли Дэйва в дом на диван, где жена Филиппа, Сандра, начала оказывать ему помощь. Вернувшись в амбар, Филипп увидел, что ситуация улучшилась. Теленка удалось развернуть, и Дейзи была готова тужиться. Филипп вдруг вспомнил, что оставил сумку врача в другом амбаре. Он решил незаметно вернуть ее. Проведав Дэйва, тот уже пришел в себя, хотя голова сильно болела. Филипп схватил сумку и поспешил назад. В этот момент его позвали. «Филипп, скорей сюда!» Роды начались. Он незаметно поставил сумку у двери и примкнул к остальным. Он видел боль в глазах Дейзи, но она держалась стойко. Вскоре показались копыта, затем нос. Облегчение накрыло присутствующих. Теленок шел правильно. Филипп на мгновение забыл о своих подозрениях. Наконец, теленок родился. Все улыбались, видя, что он жив и дышит. Но произошло нечто странное. Вместо того, чтобы вылизывать новорожденного, Дейзи встала и начала взволнованно ходить кругами, полностью игнорируя малыша. Филипп в замешательстве посмотрел на врачей, но их спокойствие пугало. Тут до него дошло. Теленок был подозрительно маленьким. Вдруг Дейзи снова издала стон и легла. Доктор Эндрюс велел Филиппу подождать. Спустя мгновение показались еще две ножки, затем нос и голова. На солому выскользнул второй теленок. Филипп закричал от радости и удивления. Теперь все встало на свои места. У Дейзи была двойня. Двойня у коров встречается редко и крайне опасно, что и объясняло сложность родов, странные снимки УЗИ и беспокойство врачей, а также вызов полиции / дополнительно. Служб для страховки в исключительной ситуации. Благодаря профессионализму команды Дейзи выжила. Она полностью восстановилась, как и оба ее теленка, и все трое зажили долгой и счастливой жизнью на ферме Филиппа.